Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о вещах и событиях, которые приносят несчастье в нашу жизнь. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца и правильно используйте житейский опыт поколений для того, чтобы ваша жизнь действительно находилась в изобилии, в достатке, в благополучии, и у вас было поменьше бед и проблем. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть как много больше людей узнает эту важную и ценную информацию. Вы знаете, житейский опыт поколений показывает, что доля правды в народных приметах все же есть. И также и есть и то, что некоторые из народных примет даже имеют научное обоснование. Давайте вернемся к черному коту и еже с ним. Черный кот, знаете, и суеверие – это понятия взаимные. Своего рода классика, потому что связанные с котами черного цвета народные приметы известны практически всем. И когда черные коты оказываются на нашем пути, день можно считать потерянным. Вы спросите, а сколько в этом правды? Ведь века назад суеверия превратили кошек в животных чуть ли не дьявольских, коварных и неприятных. Их независимость и привычку ходить собственными дорожками принимают за лицемерие и двойственность натуры. Часто говорят об их неприступности и плохой энергетике, которую они излучают. И такое мнение по отношению к кошкам весьма несправедливо, потому что эти животные не могут быть ни лживыми, ни недружелюбными по отношению к человеку. Но вот просто у них такой характер. Вы знаете, считается, что именно кошки, вот именно черные кошки приносят несчастье. И считаются, что посланниками мрачной ночи считают и пробуждающихся лишь вечеров сов. В Египте они даже когда-то символизировали ночь, холод и смерть. И встреча с совой днем являлась плохой приметой. Легенда гласит, что уханье этих птиц возвещало об убийстве римского вождя Юлия Цезаря. И есть даже такая одна примета, что сова прилетела и уселась на крыше. Считается, что тогда она предвещает смерть кого-то из домашних. А если вам довелось увидеть сову, да не одну, а несколько, то плохая примета становилась более масштабной. Опасались беспорядков, в которых гибли молодые люди. Плохую репутацию имеют и вороны. Если где-то поблизости ворона каркает, то это предупреждение о серьезном заболевании или даже смерти. Возле деревни и города всегда собиралось много ворон, и это означало надвигающийся на населенный пункт голод и эпидемию. А вот в Западной Европе птицей, предвещающей несчастье, была сорока. В Ирландии даже считалось, что ее стук в окно предупреждает о приближающейся смерти. И далее следующая примета связана с пятницей и числом 13. Если на самом деле чего бояться, тем более, что в некоторых странах вообще нет суеверия, связанного с числом 13, который приходится на пятницу. И многие считают, что вера в эту несчастливую дату безосновательна. Это объясняется тем, что этот день ничем не отличается от других в году, а неудачи в наибольшей степени спровоцированы подсознательной настройкой на них. На протяжении многих веков разбитое зеркало имело над людьми определенную власть. Как мощный магический инструмент, оно часто использовалось для колдовства. И если нарушалась целостность зеркала, разбивалось зеркало, то это говорило о том, что еще 7 лет будут одни сплошные несчастья. И потому есть даже достаточно одна плохая примета, что
нельзя смотреть в разбитое зеркало. Но что в этом случае нужно сделать? Нужно собрать разбитые осколки и стараться в них не смотреться и закопать. И вы знаете, это, наверное, самый простой способ, который поможет вам избежать злоключений. Далее Луна и другое зло с неба. Люди всегда смотрели на небо и, к сожалению, очень часто видели плохие приметы и там. Во время полнолуния нарушается не только сон, и многие люди об этом могут точно сказать. И немалое количество людей замечает у себя излишнюю агрессию, раздражительность, отчаяние. Лунатики начинают выбираться на свои ночные прогулки. Но это, можно сказать, явления рядовые. А что приносит вот настоящее несчастье, так это красная луна. И это считалось еще и несчастье, которое приносит Луна и у наших предков. И если ее появление на небосклоне сопровождал метеоритный дождь и солнечное затмение, то наши предки знали, что это грозило масштабной катастрофой. Рассыпанная соль знает, что это ксори, и об этом даже не обсуждается и не оговаривается. Скорее всего, именно это такое вот верование родом из Средневековья, когда соль действительно была очень дорогой, дорожили каждой крупинкой, и утрата вызывала огромные эмоции и могла на этом фоне действительно привести к большой семейной ссоре. Но все равно старайтесь, чтобы соль в вашем доме никогда не рассыпалась. Следующее, друзья, дурные сны. Зло также может предвещать и сновидения. Многие люди, которым довелось переживать печальные события, говорили о снах, которые посещали накануне или даже немного раньше. Поэтому, конечно, всегда обращайте внимание на те сны, которые вам говорит ваши высшие силы, ангелы-хранители. Ну и, конечно же, пройти под лестницей всегда это означало какую-то опасность и вред для жизни. Например, незамужняя женщина, которая решилась на это, возможно, никогда не выйдет замуж. Если народная примета, что проход под лестницей может стать предвестником смерти, идущего под ней или кого-то из членов из его семьи. Также нельзя проходить под лестницей, потому что покровительствующий человеку дух, сидящий у него на голове, может быть просто сбит. И вы знаете, раньше именно лестница ассоциировалась именно только не с негативом. Почему? Потому что лестницу, как правило, раньше сооружали на месте казни. И стоя на ней, обвивали петли вокруг шеи осужденных. Но что делать тем, кому прохода под лестницей избежать сложно? Чтобы он не приносил несчастья, нужно делать это со скрещенными пальцами. Поэтому скрестили пальцы и проходите. Кто-то скажет, что в это нельзя верить. Это право каждого. Но вы знаете, то, что нам осталось от наших предков, от наших бабушек, от наших прабабушек, это все-таки не зря. Поэтому все-таки обращайте внимание на те или иные подсказки. Для того, чтобы потом не думать о том, ну что же мне высшие силы дали подсказки, а я не обратил внимания. В любом случае, мы всем желаем мира, любви, гармонии. Конечно же, всегда лучше верить в добро, чем в зло. И мы вам желаем, чтобы в вашей жизни были только те знаки судьбы от высших сил, от ангела-хранителя, которые помогали вам в жизни, оберегали вас и несли только все самое лучшее в вашу жизнь.